Как ваши дела? С Хорошо, ваши наступающим. как? У нас тоже отлично. С наступающим вас. Спасибо, вас тоже с наступающим. Видите, я уже елку нарядила. Да, я вижу, и огонек подожгли, да. Да, каминчик, все как полагается. А у вас там что, холодно? Нет, в какой вы стороне находитесь? Колорадо. Ну, так уже должно быть примораживать, да? Ну, снежок лежит, да. Снежок. А уже на лыжах катаются или еще мало снега? Катаются, да. Катаются уже вовсю, шикарно. А вы вообще как бы давно там уже живете в Колорадо? Ну, уже 5 лет примерно. Ну, то есть приехали, а в Америке вообще 6. 6, да? Нравится вам? Да, Да, нравится? да, да, да. Да. А вы с семьей или сами? Я с семьей, у меня жена, 2 детей. А что такое грустный тогда? Да на работе просто устал немножко. Так все же должно нравиться в Америке. А что, надо в Америке работать, а доллары не падают с неба там, не? Нет, надо работать, причем очень много. А что так? А вы же сказали, что вам все нравится. Так я не говорил, что А как вам насчет оплачиваемого отпуска 45 дней в году и 2 недели оплачиваемые на Новый год, 2 недели на 9 мая? Как вам такое? не знаю, я на государство никогда здесь не работал, поэтому у меня Так с это не, отпуском. это не в Америке, это в России такое. И там неважно, на государство ты работаешь или не на государство, отдыхают все, танцуют все, да, Нет, я имею в виду то, что я отдыхаю практически тогда, когда мне хочется. А вы на себя работаете, да? Да. Ну, что-то, походу, вы, если уставший такой, то, наверное, работать много, вы говорите, приходится, да? Ну, просто надо. Угу. То есть отдыхать, наверное, если на себя работаешь, мало приходится. То есть все-таки больше надо на работе находиться. Ну, сейчас, вот именно вот в этот момент, да, а так, в принципе, отдыхаем, когда. А вы разницу не почувствовали 6 лет назад, как в Америке жилось, и как сейчас живется? Есть разница? 6 лет назад я только приехал, мне было очень сложно, знаете, поэтому, ну, лично мне тяжело жилось, остальным не знаю. Ну, сейчас просто вам было тяжело просто потому, что вы приехали, а сейчас вы как бы немножко получше вам, просто потому что вы обустроились уже, да, слегка в стране. Ну, скажем так, да. А вот разницу цен не ощущаете там 3 года назад и сейчас? Не особо. Не, то есть бензин по доллару 20 и сейчас по 3 доллара, и разницы нет. Ну, бензин в Колорадо, по крайней мере, никогда не был доллар два А там с почем чем. сейчас бензин в Колорадо? Ну, в среднем где-то 2,20. 2,20 бензин в Колорадо? Да. В доллара за литр вы За имеете в виду или за галлон? за галлон. За галлон. Да. Странно, что в Техасе, значит, 3,60 за галлон, самый дешевый. В Калифорнии это же ни о чем не говорит. Ну, я проверю, что там у вас вдруг такой Может, надо с Техаса всем переезжать в Колорадо, раз у вас там бензин такой дешевый. Ну, давайте я вам покажу, если вы не верите. Сейчас. Покажите, да, мне интересно. Какой-то, может, Зайду. дотационный, у вас там, может, штат, а то мы сидим, значит, в Техасе на бензине и по 3,60 прокупаем, да? Но он же упал немножко в цене, вот вообще как бы бензин на рынке свалился в последнее время. Вот, Америка если ж... видно, я не знаю, вот рядом со мной, Покажите, сейчас, наверное, сейчас видно. не сконцентрировалась. 2,40, 2,50. Ага, а пару месяцев назад почем был? Ну, 3 там был. 3 там сейчас. Это просто вот сейчас бензин во всем мире падает на бирже. Ну, он как падает, так, потому что Америка распродает свои запасы А вы стратегические. откуда? На данный момент я в России нахожусь. Ну, вообще, судя по шапке, вы, наверное, определите, да? Ой. Да? Трамп? Вы из США, да? Угу. А с какого штата?
Техас. Хьюстон, Даллас. Даллас. Я был там. Хьюстон слишком либеральный, там жить невозможно. Да, а в России где находитесь? В Краснодаре. Вы оттуда родом? С Краснодара родом, да, переезжаем на ПМЖ назад. Все, в Америке нажились мы уже, хватит с нас. А сколько прожили? Трампа нашего обидели, бедного. 25 лет прожили. Страна просто изменилась до неузнаваемости. И вот эти вот открытые границы в Техасе, где у нас толпами, караванами иммигранты переходят границу, вы знаете, вообще как-то не вдохновляет. И главное, Мы что с вами земляки, вы знаете. А вы откуда? Туапсе. Ну, рядом, да, там же большая комьюнити. Вы, наверное, с армянскими корнями случайно, нет? У нас же Да, там Сочи, вот Туапсе, да, да, да. Адлер, это же там большая комьюнити армянская. Откуда вы знаете? Ну, я ж местная. Кто живет на Кубани всю жизнь, все знают, где кто концентрируется. Армавир еще, да, ваш? Ну, не совсем. Ну, считается, что Армавир тоже. Побережье, все побережье практически. Побережье, Армавир тоже прямо считается большим армянским таким вот как бы анклавом. Нет, Большая. это армянский, считай, ну, армянский город, можно сказать, даже название армянское. Да, а по Ну, побережью-то там вообще ну, вашим там все живут в основном. И довольны люди. В Сочи цены, блин, дороже, чем в Москве на недвижимость. Это просто да, нереально. $1 миллион квартира стоит. да, вы правы. С видом на Черное море. А, Если а там... по какой, скажите, ну, в 2 словах, почему вы переезжаете, по какой причине? Да невозможно в Америке, блин, экономика в задницу валится, сокращения везде в компаниях, в корпорациях сокращения, цены на все повырастали, налоги какие-то бешеные. Этот Байден, он просто уже довел страну до ручки. Уже сколько напечатали этих долларов, доллар же обесценивается просто натуральным образом. Триллионы долларов долга, уже 34 триллиона. У нас в штате просто сокращают людей тысячами. Причем в корпорациях крупных, А вы чем занимались там? Я в телекоммуникационной компании, в T-Mobile я работала. О, я их не клиент. Ну, да, то есть, ну, вы, наверное, маленький бизнес. Я именно в бизнес работала сфере. Там, то есть у нас маленькие бизнесы, medium size, средние, большие корпорации и government были клиентами нашими. То есть я была в бизнес-секторе, не в этот физические лица, а в бизнес-секторе. У нас в компании уже 4 волны сокращения произошло. Понятно. До этого в Амазоне 25 тысяч сократили. У меня дочка работает в финансах в Амазоне. 25 тысяч человек сократили. Причем сокращают не только там, допустим, работников, которые упаковывают, а сокращают в финансах, программистов, инженеров. То есть, ну, высокоплачиваемых людей сокращают. Кроме того, они там еще роботов купили, сколько-то там, 250 тысяч роботов. То есть тех, которые упаковывают, их тоже выкинут сейчас на улицу. Ну, я так понимаю, вы за Россию, да? Ну, в смысле, в войне, ну, в военных действиях вот этих, Да, которые там на Украине, да? да. Ну, как бы да, я ж россиянка, как, куда деваться. Но я тут не в этом смысле, я в основном про Америку разговариваю. Меня Америка волнует. У меня там тоже недвижимость, вложения, и дети у меня пока там еще, дочка, наверное, там останется, у нее муж американец. А сын заканчивает университет, и я хочу его сюда, в Москву, перетащить, учиться дальше на московских программах. А чем заниматься планируете в России? Ну, вообще, как бы я маркетолог, то есть я чем там занималась, и тут собираюсь этим же заниматься. Есть уже хорошие предложения в Москву. Ну, я не хочу в Москву, я хочу остаться в Краснодаре. На Кубани А в хочу каком остаться. районе проживаете? В Краснодаре? Да. Прям в центре, вот где театр драмы. Круто. Квартиру себе уже здесь купила. Старшая сестра живет в этом, как он называется, индустриальный. Ну,
Ну, это пригород, как бы считается. Раньше это Да. было, считалось у черта на куличиках, сейчас уже город. Ну, Уже. это вот рядом 1 мая, там что Да, еще? я знаю. Вы знаете, что Краснодар в 2 раза увеличился? То есть я уезжала, было 800 тысяч, а сейчас больше 2 миллионов. Конечно, знаю, я каждый год там бываю. Ну вот. Ну, то есть, вы понимаете, как бы я не была 20 лет, приезжаю, тут просто какой-то, ну, тут, понимаете, все пульсирует. В Краснодаре деньги, пахнет Краснодар деньгами, понимаете? Я прохожу мимо гостиниц, стоят нулевые БМВшки, люди на Цены не Теслах столь, ездят. знаете, такие дорогие. А? И цены на недвижимость дорогие, я Цены бы выросли. сказал. Ну, конечно, не московские цены, и по американским-то меркам еще нормально, как бы, По да. крайней мере, в Туапсе, в моем городе, дороже, чем в Краснодаре. Вполне, может быть, в Сочи дороже, чем в Москве. О Сочи чем я знаю. говорить? А в этом году, вот не в этом году, в этом месяце вышла статистика. В Москве пик цен на недвижимость, ну, цены на недвижимость достигли максимального пика. То есть народ покупает недвижимость в Москве, если там цены до такой степени. А в Америке цены падают. Недвижимость просто как ни день, так уже откроешь вот Зилов тот же, на 20% уже упали, на 30% упали. То есть цены начинают падать. Ну, повысили Да, же ставки, да, вы в курсе. конечно, в курсе. И цены покатились как бы вниз, да, то есть как-то стало, знаете, неуютно. Неуютно, я на это все дело посмотрела. Походу, Трамп не придет снова к власти, я сомневаюсь, что он придет. Придет. А? Я надеюсь, что придет. Вы надеетесь, что придет? Все надеются, что придет. А вот Алекс Джонс, слышали, вы конспиролог, есть такой Алекс Джонс? Да. Он на днях сказал, что боится, что его, ну, если он все суды выиграет и он дойдет до финишной прямой, то его просто уберут. Физически ликвидируют. Мгм. Байдена устроит, что у него сердечный приступ какой-нибудь. Вот теперь вопрос, где мафия на самом деле? Вот я вам и говорю, где демократия. Почему я эту шапку ношу? Меня спрашиваете, почему 2020? Я говорю, это год, когда в Америке окончательно умерла демократия. Понял. Когда Трампа Ладно, прокатили. А? ладно, удачи вам. Да, спасибо. Ну вы как бы там бодритесь. Всегда на родину можно вернуться, если что. Да, уже Держите. есть такая мысль, А? честно говоря. Есть. Вы знаете, я вот чем занимаюсь еще, и пока вот я приехала, обустраиваюсь, работу подыскиваю. У меня блог есть мой, техасцы в России. И я рассказываю девочкам, которые тоже хотят уже переехать, уже одной ногой из Америки. Рассказываю, как в России тут у нас дела обстоят, цены показываю на продукты, на рынке, что почем, по недвижимости. То есть, ну, как бы вот даю им представление. Это вот вы не ездите, а люди некоторые не могут позволить себе ездить каждый год и не ездили. И просидели по 20 лет, не были в России. Они не представляют, что там, как изменения какие произошли. Всем очень интересно. Поэтому я им Мгм. рассказываю, показываю. И уже большого количества, которые, ну, все, паспорта обновляют свои, документы все свои освежают. Думают люди переезжать, думают. То есть как-то в Америке не то стало, что было раньше. Ну, так что вам всегда добро пожаловать домой. Туапсе прекрасный город. Да, мне кажется, самый лучший. Ну, однозначно. Да Кубань вообще самый лучший край. А Туапсе один из самых лучших городов. Надумаете, возвращайтесь, потому что На загорелые свете рай — братья. это Краснодарский край. Однозначно, однозначно наш человек. А то эти братья загорелые, которые жизни важны, скоро там доведут Америку, да. Да, да, да. Ну, вам всего хорошего, привет. До свидания. Земляк Удачи. практически. До свидания, до свидания.